вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как выполнить вот такие серьги с бусинами в технике фриволите иглой. Выполняются они очень просто и при этом, мне кажется, выглядят очень симпатично. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. Там же есть ссылка на уроки по основам фриволите для тех, кто впервые на моем канале и хочет познакомиться с этой техникой. Оставляем небольшой хвостик и выполняем первое кольцо из 16 узелков. Затягиваем кольцо, но не выполняем узелок и не переворачиваем работу. Выполняем второе кольцо, 6 узлов, пико 4 узла, пико 2 узла. Пико делаем маленькие, около 2-3 мм. Закрываем кольцо, выполняя узелок. Отрезаем нитки. Я использовала уже отрезанный кусочек, поэтому у меня нитка не идет к клубку. Заправляем хвостики в рядом расположенные узелки. Аккуратно отрезаем лишние кончики. Наш первый элемент готов. Выполним симметричный элемент. Первое кольцо тоже будет состоять из 16 узелков, а вот второе кольцо выполняем в обратном порядке. То есть набираем 2 узла, пико, 4 узла, пико, 6 узлов. Закрываем кольцо, выполняя узелок. Отрезаем нитки и прячем кончики. Вот что у нас получилось. И сейчас мы будем выполнять среднюю часть. В этот раз оставляем длинный хвостик, так как будем выполнять комбинированные кольца. Первое кольцо также состоит из 16 узелков. После него не выполняем узелок и не переворачиваем работу. Для второго кольца набираем 3 узла. Выполняем соединение с элементом, который должен быть слева. Набираем еще 3 узла.
Теперь вытягиваем нитку из иголки. Разворачиваем иголку ушком влево. Используя хвостик, набираем 3 узла. Выполняем сначала вторую половину узла фриволите, а затем первую. Берем элемент, который у нас должен быть справа, и выполняем соединение. Обратите внимание, как я ввожу крючок снизу вверх. Я решила выполнить соединение таким образом, чтобы соединения с двух сторон были симметричны. Выполняем оставшиеся 3 узла. Разворачиваем иголку обратно ушком вправо и заправляем нитку. Закрываем кольцо. Не выполняем узелок и не переворачиваем работу. Снова набираем 3 узла уже для следующего кольца. Выполняем соединение с левым элементом. Набираем еще 7 узлов. Снова вытягиваем нитку из иголки и разворачиваем ее ушком влево. Выполняем симметричные узлы. Разворачиваем иголку и закрываем кольцо. Выполняем узелок, отрезаем нитки и прячем кончики. Основная часть работы готова. Теперь будем ее расшивать бусинами. Я добавлю по бусине в каждое кольцо снизу и по одной бусине между кольцами. Использовать я буду обычную тонкую иглу и обычные швейные нитки подходящего цвета. Для расшивки я решила взять вот такие блестящие бусины коричневого цвета. Размер бусин 4 мм.
Именно их я показывала в одном из своих недавних видео с распаковкой. Итак, начну я вот отсюда и пройду через узелки к другой стороне. Оставляю небольшой хвостик, его я отрежу чуть позже. Теперь я выполню 2 маленьких узелка, чтобы закрепить нить. Прохожу дальше, чтобы вывести иголку возле 5-го узелка. Так как мы уже выполнили узелок, то лишний кончик можно отрезать. Нанизываю бусину. Вот так она должна у нас лечь. Прохожу иголкой между узелками, а затем через бусину в обратном направлении. А затем еще несколько раз, чтобы хорошо закрепить бусину. Теперь добавим бусину между кольцами. Также проходим через бусину несколько раз, чтобы хорошо ее закрепить.
центральная бусина будет у меня находиться чуть ниже по сравнению с предыдущей бусиной, поэтому я пройду иголкой через один узелок вниз. Таким же образом расшиваем вторую сторону. В последнем кольце, после того, как мы пришили бусину, проходим иголкой через узелки к основанию кольца. Выполняем 2 узелка. И проходим через еще несколько узелков, чтобы спрятать нитку. Нам осталось присоединить швенцу. Вот и все, наши серьги готовы. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, ставьте лайк и делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, и нажимайте на звоночек, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!